Приветствую всех на канале. Вот такой вот Peugeot 208 к нам приехал. Автомобиль не хочет у нас заряжаться от медленной зарядки. Правда, после последней зарядки на быстрой она перестала заряжаться и быстрой. Это у нас, естественно, электричка 208E GT. Вот такая вот интересная машинка. И будем сейчас диагностировать и смотреть, что с ней произошло, почему ей стало плохо. А так себя ведет зарядка. Вот она пишет, что полный заряд через больше 12 часов. И тут же зарядку выключает. По фактическим параметрам это выглядит вот так вот. Видите, напряжение 225 вольт, ток 42 ампера. И отключается. И вот так несколько раз она пытается включить ее. Видит, что зарядки нет, и выключает. Так, и вот ошибки какие у нас. Постоянные ошибки. Onboard Charger Direct Voltage Transformer Assembly Internal Electronic Fault. Это внутренние неисправности блока зарядки. В общем, надо лезть в зарядку и смотреть. Не будут французы французами, если не поставят простую деталь, сложно. Спереди два болта вертикально идут. А сзади они решили нет, надо сделать по-другому и поставили их горизонтально с той стороны. Нет, чтобы отсюда открутить, приходится лезть бог знает куда, чтобы открутить хрен знает как. И к тому же пришлось немножко еще подразобрать, жабо снять. Вроде автомобиль 2020 года, но тем не менее французы решили, что надо оставить вакуумный усилитель тормозов, вакуумный насос, блок АБС засунули под правую фару, осушитель кондиционера засунули сверху, тогда когда многие автопроизводители уже давно отказались от вакуумного усилителя и поставили достаточно компактный электрогидроусилитель. Тем самым ушли и от блока АБС, и от вакуумного насоса. Но французы решили сделать так. Такой красивый автомобиль, но ремонтировать их, как всегда, остается сложно. Да, кстати, не спрашивайте, почему автомобиль приехал к нам, а не к официалам. Дело в том, что этот автомобиль не официально ввезен в Украину, это европейский автомобиль. И привезли его неофициально. И официалы сказали, что если вы нам заплатите за ТО, то мы поставим ее на гарантию, но на чарджер гарантия не распространяется, потому что мало ли где и чем вы зарядились. Сразу вспоминается плохое качество топлива, когда можно было попасть на паленку. Но, видимо, и какие-то электроны были паленые. Но на самом деле это, конечно, шутка. Сейчас очень часто автомобили приезжают с чарджерами. Вот и Geely M-Grand, GSE у нас был, и Гольфы были, и BMW было, и ID4 было. И это то, что я сейчас вспомнил. На самом деле это все из-за того, что у нас сейчас страдает инфраструктура из-за всем известной страны террористов. И вот к таким последствиям печальным и приводит вся эта ситуация. Дело в том, что в самих зарядных станциях, домашних там или каких-то еще, в них защит как таковых нет, потому что они по сути являются просто контактором, который включают ту же сетевую переменку, которая идет по проводам, и она идет в автомобиль. Неважно, там высокое напряжение, низкое напряжение, а что высокое, что низкое напряжение и приводит к таким последствиям. В общем, отчасти официалы правы, что это связано с нестабильной энергетической системой в Украине. Но, с другой стороны, не знаю, как правильно должно было бы быть. В общем, поэтому автомобиль приехал к нам, а не к официалам. И по факту имеем вот такие вот ошибки. Узел бортового зарядного устройства, блок. Узел бортового зарядного устройства, преобразователь напряжения постоянного тока. Внутренняя ошибка электроники. Узел бортового зарядного устройства. То есть у нас есть проблема явно в заряднике. Явные проблемы в заряднике. В общем, поэтому буду снимать зарядник
и разбираться с зарядником. Вот он наш чарджер, снятый уже. И пойдет он в ремонт. Так, у нас трехфазный 11 киловатт. Производитель Мале. Пробовали найти причину поломки, но там очень сложная архитектура. И, к сожалению, не смогли ее выявить. Когда начал вникать в проблему глубже, то на одном из англоязычных форумов нашел, что на данном автомобиле эти проблемы могут появляться с пробега 15 тысяч миль. И решается замена чарджера. При этом никакой отзывной кампании не было. И решаются дилерами по мере поступления претензий. И вот есть инструкции с мануала. В итоге первоначально владелец заказал чарджер БУ за 900 евро, но он оказался таким же нерабочим. И его удалось вернуть. Затем был установлен новый за 2500 евро, и автомобиль заработал. Кстати, на этом автомобиле пробег почти 50 тысяч километров. Через некоторое время к нам в работу попал еще один, точно такой же автомобиль. Но если первый какое-то время ездил по Украине и потом перестал заряжаться, то второй уже приехал с неисправностью. Автомобиль привезен с Европы. Судя по скотчу на капоте, только завезен, и что-то он не на ходу. Не знаю, делали его, не делали, но автомобиль нам привезли с тем, что он не запускается. Диагностировали автомобиль. Так вот, автомобиль у нас не запускается. Пробег на автомобиле 2981 километр. И вот такие вот у нас ошибки. Кстати, Саш, ты говорил, что были ошибки по ДТП, да? Да, была ошибка в АБС, но она сбросилась. То есть все-таки автомобиль после ДТП, видимо, восстановили, и он не едет. И у нас вот есть ошибки: цепь внутреннего силового контактора предзарядки, тягово-аккумуляторная батарея, цепь управления состоянием разъемов прерывателя цепи, кстати, хвил, ошибка по хвилу также есть, угол поворота руля. И у нас не включаются контакторы, но если снять клемму, повесили лампы для того, чтобы понять, включается ли у нас контактор или нет. И если снять клемму... машина выключена сейчас? Да. Если снять сейчас клемму и обратно поставить, то даже на какое-то время у нас включаются контакторы. Включились контакторы и выключились. Дело в том, что когда контактор сначала один включается основной, и затем включается контактор Precharge и через резистор Precharge. И она может в этот момент обнаруживать, что у нас есть где-то короткое замыкание. И поэтому сразу ее выключает. Поэтому нужно будет искать, где у нас есть проблема. Вернули назад разъем инвертора, отсоединили с джанкшн бокса, и автомобиль у нас уже даже начал ездить. Автомобиль у нас катается. Но пока что у нас не работает чарджер и DC-DC, потому что это все отключено. То есть у нас есть проблема вот в этом блоке. Был пробит один транзистор и драйвер к нему. И сейчас заменили, пока еще крышку не собрал наш электронщик, но подкинули для того, чтобы проверить, все ли нормально или нет. И автомобиль у нас даже начал запускаться и ехать. Переходит в ready. И автомобиль у нас двигается. Теперь нужно будет его собрать в кучу, удалить воздух системы, и в принципе можно будет протестировать и отдавать автомобиль владельцу. Пробег на автомобиле 2981 километр. И сейчас заряжена на 268 километров запаса. Французы, конечно, делают интересные машины. Приборка 3D. И вообще автомобиль очень интересный. По надежности, к сожалению, бывают не всегда надежные. Теперь автомобиль перегоним сейчас на зарядку, проверим, как он заряжается. И тогда сделаем подворот тест-драйв. Автомобиль у нас еще не стоит на учете.
Поэтому на дороге выезжать не будем. Так, автомобиль заряжается. 28 километров в час. 34 километра в час. Остаток заряда 1 час 24 минуты. Кстати, мы уже мотор ремонтировали на таком автомобиле. Если вам интересно, то пишите в комментариях. Сделаю видео и по нему. Ну а если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, будет много интересного по электромобилям и гибридам. До скорой встречи, всем пока! Да, забыл сказать, что комментарии Z-патриотов буду удалять. Слава Украине!